Доброго времени суток, уважаемые сталкеры, вы на канале Nixon Play. Ну что, успели оправиться от предыдущего обновления? Если нет, то советую максимально поторопиться, так как на носу уже следующее контентное обновление. В нем команда Stayout уделила особое внимание группировкам, система которых просто нуждалась в переработке. Альянсы, союзы, индивидуальные навыки и награды для всех группировок независимо от места на доске кланов. Новая система клановых войн. Все это и многое другое сегодня в видео. Подписывайся на канал, чтобы не потерять свой верный источник информации по игре Stayout. А я начинаю. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Проблемы с захватом базы или боитесь не удержать свою? В таком случае рекомендую обратиться за помощью к клану Наемники. Эти ребята знают, как побеждать. Каждый боец — это проверенный временем и боями профессионал. Слаженные действия, четкая тактика и молниеносная реакция не оставит ни единого шанса противнику. Нужна поддержка в бою? Обращайся к тем, кто умеет решать вопросы силой. Все необходимые контакты для связи есть в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Клан Наемников — ваша личная гарантия победы. Эта система изначально была ошибкой, и разработчики это тоже со временем поняли, когда кланы начали выбирать в себя просто колоссальное количество людей и кланов, не оставляя при этом никаких шансов развивающимся группировкам. Да что там развивающимся, в таких условиях не было шансов и у более-менее устоявшихся кланов. Ввиду сложившейся ситуации это решили исправить, и вот как. К счастью для нас с вами в летнем обновлении альянсы вовсе уберут и оставят только союзы, но союзы также не останутся без изменений. Нам предлагают два варианта развития событий. Первый вариант выглядит так. Максимальное количество человек в группировке 5 уровня будет составлять 200, союз заключается между двумя группировками, и таким образом максимальное количество человек в союзе у группировки 5 уровня будет составлять всего 400 человек. Или же второй вариант. Максимальное количество человек в группировке 5 уровня 100 человек, союз заключается между группировками от 2 до 4, количество союзов увеличивается в зависимости от уровня группировки. Таким образом, максимальное количество человек в союзе у группировки 5 уровня будет составлять 400 человек. Все остальное останется прежним. Совместное использование баз и укреп-точек, безопасная зона, ну и так далее, что было до этого. На самом деле, как по мне, оба варианта интересны по-своему. Но по моему мнению, чем меньше группировок входит в состав союза, тем меньше будет проблем, в том числе и дипломатических. Все мы люди разные, ко всем нужно иметь индивидуальный подход. Дабы минимизировать разногласия в строю, я бы для себя выбрал вариант 1. Так как с одним человеком будет всегда проще прийти к общему решению с минимальными потерями для обоих сторон, нежели уговорить троих участников союза. Каждый из вас также может присоединиться к обсуждению вариантов и проголосовать за понравившийся. Сделать это можно в официальном дискорд-сообществе игры Stayout. Весьма разумным шагом я считаю уделить отдельное внимание системе войн группировок. Теперь, если ваша группировка заключила союз, это не значит, что вы автоматически вступаете в чужие войны. Все активные конфликты союзников будут отображаться отдельно во вкладке «Отношения» в меню группировок. Также, если союзная группировка объявила кому-то войну, то этот противник не станет автоматически вашим врагом, пока вы сами не примите решение об объявлении войны. Важно, с выходом обновления все текущие войны будут обнулены, а владельцы баз и укреп-точек сброшены. Объявление войны теперь будет выглядеть следующим образом. Группировки 1 и 2 уровней не смогут участвовать в войнах ни как нападающая сторона, ни как обороняющаяся сторона. Группировки 3, 4 и 5 уровней смогут объявлять войну группировкам своего уровня и выше в одностороннем порядке. Если группировка собирается напасть на более слабую по уровню, то объявление войны становится предупреждением. Его нужно подтвердить обеим сторонам, чтобы война вступила в силу. Перемирие можно предложить спустя неделю после начала конфликта. После этой недели любая из сторон сможет в одностороннем порядке прекратить войну. Перемирие действует минимум еще одну неделю, в течение которой нельзя начать новую войну между этими группировками. Напомню, что сейчас бан на прекращение объявления войны составляет всего лишь час реального времени. Разработчики решили отказаться от ранее предложенной в дневниках механики подтверждения участия в войне для группировок более низкого уровня. Теперь, начиная с 3 уровня, группировки 3, 4 и 5 уровней могут объявлять войну в одностороннем порядке без необходимости получения согласия от другой стороны. Остальные же механики, такие как примирение и прочее, остаются без изменений. Также важно, что группировки 1 и 2 уровней не могут участвовать в войнах или захватах. Формат объявления войны остается прежним, но теперь принимать участие могут только группировки
группировки с 3 по 5 уровень. Важные изменения в PvP механике между враждующими группировками. Теперь, если вы участвуете в войне между группировками, ваш ник не будет окрашиваться в синий цвет при стрельбе по врагу. Это решение помогает снизить токсичность, особенно со стороны посторонних игроков, не участвующих в конфликте. Отсутствие посинения работает только в случае официальной войны между группировками. Во всех остальных ситуациях PvP-система остается прежней. Также обсуждается возможность возвращения синего никнейма при добивании игрока, если между вами нет статуса войны. Теперь давайте перейдем к изменениям, которые касаются захватов баз и укреп-точек. С выходом обновления вводится новое правило. Если по завершении времени захвата атакующая сторона удерживает более половины флагов, то база автоматически переходит под ее контроль. Также в разработке находится и новая система возрождения на захватах. И для атакующих, и для обороняющихся группировок предусмотрены разные условия и особенности. Для атакующей стороны после смерти игроки смогут выбрать точку возрождения через специальное окно с картой. Таких точек будет несколько, и каждый имеет ограничение на количество игроков, которые смогут возродиться одновременно. Возрождаться 2 раза подряд на одной и той же точке нельзя. Если все точки временно недоступны, то игрок возрождается в последней безопасной зоне через кнопку в безопасную зону. Для обороняющейся стороны механика аналогична. После смерти можно выбрать точку возрождения. Лимиты на возрождение также действуют, но на этих точках можно возрождаться несколько раз подряд. Одна из точек будет располагаться в отдельной комнате, предназначенной для короткого отдыха и перезарядки магазинов. Выйти из нее можно будет через дверь, она случайным образом перенесет игрока на одну из доступных точек возрождения. Важно отметить, что эта система все еще находится в разработке и, возможно, не будет готова ко дню выхода обновления, но работа над ней уже активно ведется, сообщает нам команда StayOut. Что это такое и чем отличается от личного дерева навыков игрока? Навыки группировки — это система улучшений, которая управляется главой группировки или же его доверенными помощниками. Главное, что эти навыки смогут прокачать все участники группировки при условии, что они выполнили определенные требования. Зачем это нужно? Команда СО хотят создать универсальный инструмент, который подойдет для любых типов группировок PvP, PvE или смешанных PvP-PvE. Навыки будут открываться по мере роста уровня самой группировки, что создаст дополнительную мотивацию для развития и привлечения новых игроков. Так как же это все работает? Все просто. Прокачкой навыков занимается глава группировки или тот, кому он делегировал эти права. Навыки открываются за очки группировки и внутриигровую валюту, списываемую с баланса главы. У каждого навыка есть своя цена. Чтобы начать получать эффект от навыка, игрок должен накопить определенное количество очков группировки. Эти очки накапливаются за все время пребывания в группировке и не сбрасываются ежемесячно. Если игрок покидает группировку, он теряет доступ ко всем активным навыкам. При повторном вступлении даже в ту же самую группировку придется накапливать очки группировки заново. Сбросить прокачку навыков может только глава и не чаще 1 раза в сутки. А какие же бонусы можно все же получить? Навыки позволяют группировке выбрать свой путь в сторону PvP, PvE или комбинированного стиля. И примеры эффектов выглядят примерно так. Сокращение времени доставки посылок через внутриигровую почту для всех участников. Пассивная регенерация здоровья, если рядом находятся другие участники группировки. Ускоренное поднятие и опускание флагов на захватах. Эффект усиливается, если поблизости есть союзники. Новичкам в зоне приходится далеко не сладко, поэтому для вас у меня есть подарок. Просто вводи промокод NIX в меню игры. Этот промокод подарит тебе премиум бронежилет и другие расходники, которые облегчат тебе игру на старте. Также в видео я спрятал уникальный одноразовый промокод, а тот, кто первый его найдет, получит бонус в виде премиальной подписки на 30 дней. Оба промокода действуют абсолютно на всех серверах нашей любимой игры StayOut. Поторопись и не упусти свою уникальную возможность. С прежней системой ежемесячных наград для топ-3 группировок покончено. Отныне вместо нее теперь вводится новая общая система наград. Она будет доступна для всех группировок без исключения. В конце каждого месяца у регистратора группировки появится диалог, через который вы сможете забрать наградные поставки за накопленные очки группировки. Размер награды зависит от вашей активности за месяц и уровня самой группировки. Всего предусмотрено 5 уровней поставок. Чем выше уровень вашей группировки, тем выше уровень допустимой награды. Чтобы получить поставку, нужно заработать определенное количество очков группировки. Чем выше уровень поставки, тем больше очков группировки потребуется. В месяц можно будет получить не более 5 поставок, и смотри, как это будет выглядеть. 5 поставок первого уровня, 4 поставки второго уровня, 3 поставки третьего уровня, 2 поставки 4-го уровня и только лишь 1 поставка может быть 5-го уровня. Здесь вы уже сами выбираете, какие именно получить. Награды доступны независимо от того, на каком месте закончила месяц ваша группировка. Полный список наград разработчики раскроют
стартовать вместе с релизом обновления, пишут они в своих источниках. А что тогда с топ-3 группировками, спросишь ты? Для них команда СО приготовила отдельную награду – уникальное оформление окна с ником и названием группировки в виде медалей. И да, финальный вид этих медалей мы увидим уже после того, как выйдет летнее обновление. Первое, на что обращаю внимание, это изменение названия. В обновлении уже бывшая донатная база будет называться как штаб группировки. Также была переработана и внутренняя планировка полностью. Пространство стало больше и добавились новые функции как для владельцев штаба, так и для их союзников. Первое – это стрелковый тир. В отдельной комнате вас ждут манекены, которые даже отображают получаемый по ним урон. Теперь можно тренироваться спокойно и тестировать свое оружие. Но и это еще не все. Чтобы вам не приходилось тратить время на зарядку магазинов вручную, разработчики добавили помощника оружейника. Он готов взять эту задачу на себя, естественно, за небольшую плату. И как же это работает? У торговца оружием появится новый пункт диалога – зарядка магазинов. Откроется специальное окно с двумя вкладками для патронов и магазинов. Затем вы переносите нужные предметы из своего инвентаря. За раз можно будет зарядить до 30 магазинов. Стоимость будет зависеть от количества патронов. Подтверждаете, оплачиваете и вуаля, готово. В секунду все магазины будут заряжены. Причем воспользоваться этим удобством смогут не только члены группировок. Все оружейники в зоне будут предоставлять эту услугу, так что одиночки вы тоже не останетесь в стороне. Из приятных мелочей в штабе появился накрытый стол, за которым сталкер сможет перекусить и восстановить силы, аналогично тому, как это реализовано в офицерском клубе. Еще одно небольшое удобство – это проводник. Этот НИП сможет быстро переместить вас из штаба в любую укреп-точку или базу вашей или союзной группировки, если она находится на той же самой локации. В обновлении у главы группировки появится новая настройка в правах участников, возможность публиковать заявки на набор игроков через доску группировок. Это своего рода внутриигровая реклама, которая поможет найти новых бойцов для клана. Публикация происходит во вкладке «Рекрутинг», которая появится на доске группировок после обновления. Там можно указать ключевую информацию, условия вступления, минимальный уровень персонажа, ну и так далее, что душе угодно. После заполнения данных остается подтвердить публикацию и оплатить ее. Нужное количество очков группировки спишется с баланса группировки. Свежее объявление сразу попадает в начало общего списка, однако разместить новое объявление можно только раз в 3 дня. Сделано это для того, чтобы люди попросту не спамили. Через трое суток объявление исчезает, и вы сможете заново опубликовать новое. Откликнуться на объявление можно также просто, через доску группировок и вкладку «Рекрутинг». Выбираем из списка объявлений понравившиеся, и если вы подходите по условиям вступления, нажимаем кнопку «Откликнуться». Остается лишь дождаться, когда вашу заявку проверят и одобрят. Игрок сможет подать только одну заявку в группировку раз в 3 дня. Количество же выбранных игроком группировок не ограничено, однако если он вступит в какую-либо группировку, то все оставшиеся заявки, соответственно, будут удалены. А вот рассмотрение заявок происходит не через доску, а в окне группировки. По умолчанию это кнопка О. В знакомой вкладке «Состав» у главы появится новая кнопка «Заявки». Там будет отображаться список всех претендентов с их ником и уровнем. Все просто, либо принимаем, либо отклоняем, и заявка исчезает. Очень важный момент. Рекрутинг работает из любой точки зоны, а вот для обычного приглашения в группировку по-прежнему придется лично подойти к регистратору. Удивительно, но изменения коснулись и его. Теперь доступ к хранилищу аккаунта стал проще. Открыть его можно прямо из меню инвентаря клавишей I по умолчанию. Переносить вещи из хранилища в инвентарь можно в любой точке возрождения. Обращаться к кладовщику больше не нужно. Главное условие, чтобы у персонажа не было перегруза. Ну что ж, сталкеры, как вам летнее обновление? Видно, что разработчики действительно подошли к нему с умом. Переработали союзы, обновили систему войн, ввели награды за активность, улучшили штаб группировки и упростили многие механики. Все это направлено на развитие и поддержку игроков любого уровня и стиля игры. Теперь у группировок есть реальные инструменты для роста и развития, а новички в зоне смогут проще влиться в команду и чувствовать себя уверенно с самого начала. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поучаствовать в голосовании по выбору системы союзов. Ваше мнение действительно влияет на будущее игры. А чтобы поддержать мой канал, то прожмите лайк, подпишитесь, если еще не подписаны, и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. С вами был Никсон, до встречи в зоне, братья сталкеры. Берегите себя и держите порох сухим. Иди, не мозоль глаза.